Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний прогноз мы делаем для представителей знака Близнецы. Расклад мы делаем на месяц февраль, а именно на его первую половину, то есть начиная с 1 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие у вас карты сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет. Близнецы, я напоминаю тем из вас, кто еще не подписан на мой YouTube канал, что вы можете это сделать, вы можете подписаться, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, если захотите. В любом случае буду очень и очень вам признательна. Итак, расклад я делаю на одной колоде. Сначала выкладываю карты, а затем разъясняю ту картину, которая у нас, соответственно, получается по каждой из карт поочередно. Итак, Близнецы. Февраль с 1 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что здесь у нас получится. Итак, первая карта, которая у вас выпадает, это карта «Страшный суд». Да? Это карта, которая здесь в целом может показывать, возможно, какие-то значительные перемены у вас, значительные изменения, переворачивающие для вас события. Знаете, как карта страшного суда или судного дня — это призыв подняться и двигаться в другом направлении, может быть, обновиться. Это может означать, что для кого-то из вас приближается день расплаты, да, для кого-то из вас здесь день, когда вы сможете получить урожай, то есть получить то, что вы заслужили, потому что вы сами участвовали в формировании своей судьбы, и то, что здесь происходит для вас, оно, скорее всего, не будет неожиданностью, оно происходит так, потому что вы к этому всеми своими действиями, своими намерениями, соответственно, привели, всеми своими поступками, да, поэтому на самом деле здесь вас не должно удивлять то, что здесь происходит. Либо вы должны принять какое-то очень важное решение, которое будет просто переворачивать все с ног на голову, кардинально что-то менять в вашей жизни, то есть что-то вот кардинальным образом изменит в вашей работе или в ваших отношениях. Но в любом случае вам здесь нужно действовать, вам нужно подняться с того места, где вы находитесь, из той рутины, может быть, в которой вы находитесь, или однообразия. И здесь будет возможность сказать какому-то шансу, да, двигаться в направлении возможности. Итак, давайте посмотрим, что здесь еще может быть. В принципе, да, такое сочетание с колесом фортуны очень хорошее. Колесо фортуны, удача, возможность делать успешные решения, принимать успешные решения, возможно, здесь какие-то судьбоносные события проживать, соответственно, здесь может быть ситуация, где вы делаете решения, принимаете, и вы уверены в удачу, у вас какой-то даже азарт присутствует, вот этот дух авантюризма, может быть, желание действовать, опять-таки, поэтому карта очень-очень хорошая, карта колесо фортуны показывает, что вы в свою фортуну, в свою удачу верите, что она вас не покинет, что вы все свои действия, соответственно, да, принимаете правильно. Также могут быть и какие-то неожиданные для вас события, возможно, какие-то судьбоносные события, какие-то удачные по фортуне события. Возможно, вас здесь удача направит вас на другой путь, и этот другой путь, он будет способствовать вашему развитию и каким-то исполнениям ваших мечтаний, ваших планов. То есть это такое божественное провидение, какой-то такой божественный замысел, на который вы не можете повлиять, даже так может быть, да? Здесь, может быть, и не ваше решение, а просто так складываются обстоятельства. Но это как будто бы для вашего же блага происходит. Здесь достаточно сильный такой намек, может быть, на то, что это сыграет вам на руку, эти события, если вы согласитесь на что-то. Карта страшного суда — это, скорее всего, выбор под таким знаком «да». Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. 4 кубков. Туз кубков, да, кстати, интересно, туз кубков с этой стороны прям находится. 4 кубков показывает 3 кубка, на которые она смотрит, на которых она остановила свой взор, потому что она разочарована, расстроена какими-то событиями, которые были неудавшимися в ее жизни. Да, возможно, здесь какие-то новые перемены для вас надвигаются, витают в воздухе перемены, и вам дается хороший шанс, хорошая возможность, новое предложение по этому тузу кубков. Но, возможно, вы не захотите сразу соглашаться на это предложение. Возможно, это потому, что вы вот прям застряли
на месте, вы в каком-то ступоре находитесь, потому что смотрите на эти трое кубков перед вами, и вот как будто бы, да, недовольны ситуацией в прошлом, боитесь, что она может повториться, или не получаете особого удовлетворения от того, что сейчас в вашей жизни происходит. Возможно, вы чувствуете, что вы застряли и как будто бы в тупике находитесь. Ну да, эта четверка кубков, она показывает, что вам нужно не задаваться вопросом, удастся, не удастся, принимать возможности или нет, ой, раньше не получалось, ой, может быть, здесь эта ситуация тоже не отыграется мне на руку, да. Вам нужно... Вы вот думаете здесь, а действительно ли я этого хочу, а точно ли мне это нужно, да, на самом деле вы можете сомневаться, что для вас это предложение там идеальное или что оно вам подходит, вы не хотите, может быть, рисковать и двигаться по новому пути, хотя это на самом деле очень красиво выглядит, и это обещает большой потенциал, это может принести много эмоционального удовлетворения для вас, это может быть и какой-то творческий проект, который вас вдохновляет, для кого-то это там возможность переезда, допустим, или возможность новых знакомств для одиноких, да, но вы можете зациклены быть на каких-то прошлых неудачах, и для вас это может быть действительно, знаете, таким камнем преткновения к возможности по тузу кубков начать что-то действительно захватывающее, что-то для вас очень впечатляющее. Давайте посмотрим, что еще здесь у нас есть. Карта двойка мечей. Карта тройка жезлов. Ну, знаете, здесь в любом случае, вот в таком сочетании, опять-таки, двойка, которая здесь есть, да, может быть, какая-то информация или новости, которые к вам приходят, они вас на распутье останавливают. И вы должны здесь, возможно, принимать решение, и какое бы решение вы не приняли на этом перепутье, оно будет судьбоносным, важным, значимым. И это может быть очень трудным решением. Возможно, вам нужно здесь прислушаться к себе, к своим истинным ощущениям, мыслям, да, к фактам, в конце концов. У нее здесь глаза завязаны, она смотрит вглубь себя, внутрь себя. И ее раздирают на части два ворона, да, один в одну сторону тянет, другой в другую. То есть у вас может возникать какое-то как нежелание вместе с четверкой кубков, нежелание или сопротивление, чтобы внимательно изучить какую-то информацию, которая вам предлагается, или какой-то шанс, который вам дается, чтобы сделать правильный выбор, чтобы принять правильное решение. И вы как будто бы сопротивляетесь этому. То есть для вас это прям сложное решение. Это решение нельзя принимать, основываясь только на эмоциях. Здесь нужно прям головой подумать, разобраться, да, потому что здесь речь идет о будущем вашем, о том, что вы смотрите, да, вперед, что у вас будет происходить в дальнейшем. Возможно, здесь вы понимаете, что это решение, оно будет как будто бы влиять на дальнейший рост, на развитие, на какой-то прогресс в важном для вас вопросе. То есть вы будете понимать, что это решение, оно как будто может повлиять на дальнейшее развитие событий. Или романтических, или там смены места жительства, или работы. Опять-таки расклад общий, поэтому значение может быть самое-самое разное. Но вы понимаете, что это решение, тройка жезлов, влияет на ваше будущее. Влияет на ваше будущее. Давайте посмотрим еще. Карта смерть. Карта семерка жезлов. Ну вот на самом деле, да, карта смерть здесь это как карта обновления, может быть, знаете, обновления, необходимости отпустить что-то и отпустить то, что вам не подходит. Возможно, здесь у вас новые пути открываются вам, которые требуют того, чтобы вы отпустили вещи, которые вам больше не подходят, потому что, ну, смерть — это трансформация, где вы становитесь другим человеком, где вы буквально вот по страшному суду как будто, ну, не буквально, да, но как будто бы умираем, чтобы возродиться и стать другим человеком, то есть перевоплотиться, что-то изменить в себе и стать на совершенно новый, иной путь, то есть пробудиться, ментально пробудиться. Это то, что для вас здесь важно по карте смерть. Поставить перед собой новые цели, какие-то новые планы, новые надежды, которые вам захочется здесь реализовать. То есть здесь эта карта, она не просто смерть называется, она называется смерть с возрождением, да, rebirth, с рождением. Поэтому здесь, по сути, это возрождение, да, оно очень сильно перекликается с картой страшного суда.
где вы действительно можете что-то кардинально в себе поменять вот этим решением судьбоносным, важным для вас, скорее всего, очень эмоционально наполняющим для вас, которое повлияет на ваше будущее. Давайте посмотрим еще, что здесь может быть. Карта семерка жезлов с картой десятка мечей, да. То есть здесь это сочетание такое, да, это десятка мечей, это семерка жезлов, как необходимость по семерке жезлов справляться с какими-то недоброжелателями, может быть, людьми, которые против такого решения, которое вы хотите здесь принять, вынести. Возможно, вы много времени тратите на то, что вам больше не нужно, или вы занимаетесь не тем, что хотели делать с самого начала, допустим, и вам нужно смириться с тем, что чему-то приходит конец, потому что десятка мечей — это завершение. Что-то исчерпало себя, и вам пора это отпустить, вам пора перестать цепляться за это и перестать занимать оборонительную позицию, потому что вы очень близки к завершению, возможно, довольно сложного цикла, да, завершению такого непростого для вас периода. Девятка жезлов, солнце. Солнце тоже как радость, да, избавление от каких-то тягостных ограничений, много радости, много смеха, когда вы проходите этот период и избавляетесь от чего-то ненужного, от своих страхов, своих сомнений, своей неуверенности, когда вы уходите от того, к чему вы привязаны, но то, что вам не подходит, и двигаетесь по совершенно новому пути. И на этом новом пути, помимо солнца, да, очень у многих из вас здесь большая существует, знаете, возможность по девятке жезлов, проявив напорство, такую настойчивость в чем-то, работоспособность, может быть, или целеустремленность, добиться действительно хорошего, ошеломляющего результата. Давайте посмотрим еще. Тройка кубков. Здесь, знаете, в целом можно говорить еще даже по тройке кубков. Давайте еще десятка пентаклей. Тройка кубков, десятка пентаклей. В целом можно говорить о том, что здесь есть и какая-то как компания людей в вашей жизни, может быть, ваши родственники или ваши коллеги, которые вас готовы поддержать в этом решении или на этом вашем пути, или в этой трансформации. То здесь есть хорошая поддержка со стороны близких, со стороны социума. И по тройке чаш действительно как будто бы вам оказывают эту поддержку, показывают, что они рядом, эти люди, показывают, что они готовы вам помочь, если вы столкнетесь с какими-то трудностями на этом пути, да, новом пути для вас по тузу кубков. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.